Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Близится праздник Светлого Христового Воскресения Пасха. Поэтому я решил поделиться с вами своим рецептом приготовления веганских, вегетарианских пасхальных куличей. Об этом и будет мое сегодняшнее видео. Приступим. Для начала мне понадобится 2 стакана пшеницы, промываю ее тщательно несколько раз. Затем заливаю ее чистой водой. И накрываю сверху тканью. Оставляю ее в таком виде часов на 6-7, чтобы пшеница разбухла. Спустя 7 часов сливаю всю воду. А затем снимаю и промываю ткань. После этого накрываю обратно и оставляю часов на 10-12, чтобы зерно проросло. Прошло 12 часов. Снимаю ткань. Зерно проросло. Должны получиться вот такие вот миллиметровые росточки. После этого пересыпаю зерно в дуршлаг и хорошенько промываю его под проточной водой. Готово. Оставлю на некоторое время, чтобы стекла вся вода. Теперь мне понадобится блендер. Снимаю крышку и высыпаю в чашу все зерно. Затем наливаю туда же 2 стакана воды. Закрываю крышкой и включаю блендер на 2 минуты. Есть, готово. Выливаю все содержимое чаши в большую миску. Добавляю 2 столовые ложки с горой ржаных отрубей. Затем 4 столовых ложки веганской сметаны из овсянки, которую я готовил в одном из предыдущих своих видео. Добавляю стакан пшеничной муки жирнового помола. И начинаю замешивать тесто. Когда мука полностью размешается, добавлю еще 1 стакан. Затем еще 1. И еще 1.
В общем, добавляю муку до тех пор, пока тесто не станет таким, чтобы его можно было месить руками. С каждым таким добавлением тесто становится все более густое. Примерно вот такой консистенции тесто должно получиться. Всего у меня на это ушло 6 стаканов муки. Далее насыпаю на стол еще 1 стакан пшеничной цельнозерновой муки. Выкладываю сверху тесто. Смачиваю руки. И дальше мешаю его на протяжении минут 10 уже руками. После этого перекладываю его в миску. Закрываю сверху пищевой пленкой. И оставляю тесто настояться на 1,5-2 часа в теплом месте. А тем временем я подготовлю другие ингредиенты для моих куличей. Это будут изюм 100 грамм. Его я предварительно промыл. И теперь заливаю его кипятком. Накрываю крышкой и оставляю на 5 минут. И пока изюм запаривается, я беру 150 грамм кураги и нарезаю ее на маленькие кубики. Примерно такого вот размера. Можно также положить вместо этого или дополнительно цукаты, финики, орехи, кому как больше нравится. Вот так вот в итоге у меня получилось. После этого возвращаюсь к изюму, сливаю с него воду и оставляю на некоторое время, чтобы он просох. Есть, изюм и курага готовы. Спустя 2 часа возвращаюсь к тесту. Посмотрите, оно слегка приподнялось и стало более жидким. Выкладываю его на стол, куда я предварительно насыпал стакан муки. Вот так вот. Сверху насыпаю полстакана муки. На него выкладываю изюм. А затем высыпаю вторую половину стакана. Хорошенько перемешиваю изюм с мукой. После этого выкладываю сверху курагу. И также перемешиваю ее с мукой. Далее все вместе мешаю уже руками. Добавляю в тесто муку до тех пор, пока она не станет нужной консистенции. Мне для этого потребовалось еще 3 стакана муки. После этого формирую из теста вот такую вот колбаску.
Далее я беру вот такие вот формы для запекания диаметром 70 мм и смазываю их растопленным кокосовым маслом. Таких форм мне понадобится 8 штук. Есть, готово. Теперь отделяю примерно 1/8 часть от теста. Формирую из нее кусочек нужного размера. И опускаю его в форму. Таким же образом заполняю и остальные формы. После этого разогреваю духовку до 180 градусов. Беру противень, выставляю на него все пасочки. И отправляю их в духовку запекаться на 30-40 минут. Прошло 40 минут. Вытаскиваю их из духовки. Посмотрите, насколько они еще поднялись. Попробую на готовность зубочисткой. Если на ней будет оставаться сырое тесто, значит они еще не готовы. Вижу, что пасочки пропеклись. Достаю их полностью из духовки и оставляю на некоторое время, чтобы они остыли. Теперь буду их украшать. Сверху смазываю пасочку растопленным кокосовым маслом. А затем посыпаю кокосовой стружкой. Вот так вот. А также вместо кокосового масла можно использовать жидкий мед, например, акациевый. Сделаю и такой вариант тоже. Сверху аналогично посыпаю кокосовой стружкой. Далее точно так же с помощью меда, кокосового масла и стружки украшаю и остальные пасочки. Есть, готово. Вот так вот все это дело теперь выглядит. Добавлю немного цвета к украшению. На одни нанесу сверху красный перец. На другие муку из шиповника. Добавлю семена черного тмина. И немного зеленого цвета с помощью сушеной петрушки.
Вот такие вот разноцветные, праздничные, веганские, вегетарианские, аппетитные пасхальные куличи у меня сегодня получились. Кому понравилось видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч на моем канале в следующих видео. Пока!